Всем здравствуйте! Сегодня у нас 4-й урок нашего практического онлайн-марафона по локонам. И сегодня он достаточно важный, потому что мы будем рассматривать, как объемно укладывать зону челки, да, или окололицевую зону в локонах. Вообще, даже важен не тот вопрос, насколько объемно, да, как ее объемно уложить, потому что, в принципе, нагофрировать и начесать, я думаю, вы можете и без меня, а именно, как мы должны это делать правильно, да, то есть каких ошибок мы не должны совершать. Ну и также я расскажу секреты экстра объемов, да, это когда мы смотрим на модель, а у нее там челка поднята практически в 2 высоты лба, то есть как добиться этого результата. Начнем мы с классического оформления окололицевой зоны, то есть это достаточно необъемное, потому что клиенты наши могут даже принести фотографию, где модель с невероятно большим объемом, но как только мы немножко перестараемся, будьте уверены, они будут просить все это дело счесать. При мне несколько раз такое было, когда я наблюдала за работой мастеров, когда были, допустим, слишком очевидные зигзаги, да, зигзагообразные проборы, либо когда были очень высоко вытянуты ребра в зоне челки, клиенты так очень вежливо и стеснительно просили все это счесать. И даже если вам клиент ничего не скажет и там распрощается, заплатит, скажет, что все хорошо и уйдет, будьте уверены, что дома он, скорее всего, все это счешет, потому что, в принципе, локоны, прическа непривычная, да, человеку, мы не ходим каждый день так, и они сами по себе дают немножечко дисбаланс восприятия себя. Волосы становятся короче и при этом объемнее, то есть это уже клиенту очень непривычно. Если вы еще что-то начнете вытворять, скажем так, в окололицевой зоне, да, тянуть там какие-то неимоверные объемы, то клиент себя в зеркало просто не узнает и, скорее всего, в лучшем случае просто счешет, а то и пойдет мыть голову, да, как часто бывает. Думаю, либо у вас, либо у ваших знакомых были такие истории, когда после парикмахерской, после непонятных локонов, да, как когда мы делаем женщину-шар, как я говорю, да, с каким-то неадекватным начесом, просто там девочки мыли голову и все. Поэтому сегодня мы так делать, конечно, не будем. Начнем мы с клиентского варианта. Клиентский вариант, да, или коммерческий, как я называю, это когда мы делаем объем средний такой, среднего объема, да, волосы подчесываем и при этом укладываем очень красиво по лицу, чтобы у клиента что-то все-таки около лица было, да, потому что если мы все эти волосы будем укладывать назад, то будет не очень симпатично, потому что, в принципе, прически у нас все убраны, да, но не очень торжественно спереди смотрятся. Если мы еще локоны будем убирать, то есть ли в этом смысл? Поэтому обычно мы делим на 3-4 наших рядочка волосы у лица. Сейчас я отделю нижний рядочек. Высотой в 2-3 пальчика я обычно говорю, да, ну то есть не очень широкими прядочками. Зажимчик, спасибо. Эту часть сначала мы начинаем начесывать. Как начесывать, я уже говорила, да, у нас здесь волосы, в принципе, были прогофрированы уже немножко, легко-легко. Мы пудрочку сыпем, распределяем к корню, прядь перпендикулярно и буквально несколькими движениями подшерсток счесываем к коже головы. Вот таким вот образом. После этого я вам рекомендую работать расческой-вилочкой, да, это когда вот такие вот 5 зубчиков на конце, и начинаем счесывать, особенно в окололицевой зоне, все наши вот эти вот пушистики. Вы обратили внимание, наверное, что нижнюю вот эту прядь я не подчесывала, поскольку как только вы подчешете нижнюю прядь, вы оголите ушко, ну и, конечно, это будет в распущенной прическе очень некрасиво. Даже в собранных прическах мы ухо всегда пытаемся прикрыть. После этого мы берем нашу плоечку и накручиваем абсолютно точно так же от лица, как я и говорила, да, мы обычно накручиваем. Здесь у меня, в принципе, прядь не очень широкая, я могу поделить ее на 2, могу не делить, а могу, знаете как, чтобы сэкономить время, накрутить одной, а когда буду укладывать, уже поделить. То есть накручиваю от лица с левой стороны. У меня диаметр плойки 33 миллиметра. Ну, 32-33 не имеет особого значения, это 1 миллиметрик. Поэтому я могу себе позволить подкручивать поближе к корню. Как только вы берете плойку меньшего диаметра, допустим, 25 миллиметров, всегда оставляйте сантиметров 10
да, от корней, потому что там, конечно, рисунок уже будет более выразительный, он будет идти прямо от корня. После этого я делю эту прядочку на две части, как я уже сказала, да, чтобы не сэкономить время. Но если волосы плохо держат накрутку, лучше отдельно накрутите этот локон и отдельно этот. И начинаем работать по классической схеме. Мы начинаем выкладывать с локона, который дальше, потому что мы его сейчас разложим объемно, а этот положим сверху, получается, на него, да, чтобы у нас объемчик такой был все-таки хороший. Поэтому я распределяю редкин, расческой прохожусь. Все, как мы с вами делали в обычных локонах, да, при накрутке от лица. Ничего нового я тут не придумываю. Все гениально и просто. Кладу его к личику уже, потому что если я его сейчас разложу сзади, а потом переложу, он, скорее всего, ляжет дырочкой, да, то есть здесь. И так же, как обычно, вытягиваю и стараюсь, чтобы у лица было побольше ребрышек. То есть беру, где верх переходит вниз, и тяну вот эти вот ребрышки, да, чтобы от лица у нас прям такой львеночек был. Угу. Немножечко, раз, два. И то же самое все повторяем с прядью, которая ниже. Вычесываю, статику снимаю пальчиками, кладу на плечико и тяну, чтобы было пошире. Пошире и могу вытянуть ребрышки, да, чтобы посимпатичнее было. Ребра нам в окололицевой истории очень важны. Вообще клиенту обычно, как говорят, да, без разницы, что там у него сзади, ему самое главное, чтобы спереди было красиво, поэтому спереди должны уже выложиться на 100%. Вытягиваем, вернее, прочесываем. И то же самое делаем. Вот здесь вот самое важное, не уводите никогда локоны вот в этой части назад, от лица. Здесь никогда не должно быть никакой прямой линии, которая как-то по диагонали уходит от лица. Так же, как и во всех прическах, и в локонах в том числе. Окололицевая окантовочная линия всегда должна быть занята волосами. То есть наша боковая часть лица всегда должна быть закрыта волосами. Никаких вот таких вот локонов быть не может. То есть мы ее выкладываем вот так вот аккуратненько по окантовочной линии, чтобы вот здесь вот у личика были волосы, да. Особенно если девочка полненькая, да, такая круглолицая. Ну и полненькие все круглолицые, да, как говорят, пока она не похудеет, мы не узнаем, какая у нее форма лица. Ну и бывает также просто худенькие девочки круглолицые, тогда, конечно, тоже мы таким образом скорректируем. Потому что как только вы уведете, да, волосы от лица, конечно, вы сразу только подчеркнете этот рисунок, не рисунок, форму лица, подчеркнете нижние углы, допустим, выразительные. И не то, что симпатичнее не сделаем, а наоборот, да, даже недостатки все будут подчеркнуты. Потом жидким лаком, как всегда, и приступаем к следующему ряду. Выделяем все то же самое. 2-3 пальчика. Здесь уже, и это нормально, потому что у нас изначально было такое деление, прядь будет пошире. Поэтому я уже буду ее крутить в две прядочки. Но изначально мы должны хорошенечко ее начесать. Здесь я вам покажу, как начесывать на плоечку, да, вернее, прогревать. Мы начесали прядочку на пудру, взяли, счесали вилкой. Это наше привычное движение. Все лишние петельки только с верхней поверхностью. В глубину не идем, да, потому что из глубины, если мы их счешем, то весь объем упадет. После этого мы берем лак, начинаем, так, прядочку можно чуть-чуть приподнять, да, и начинаем распылять в корень. Приподняли ее, чтобы вот мы уже даже лаком ее немножечко, видите, приподняли. Просто лаком и начесом. А еще после этого мы начинаем прогревать нашей плоечкой. Можно просто положить прядь на плойку, да, и очень аккуратно, только, пожалуйста, не прижгите кожу клиента, потому что это, наверное, не то, что он ждет в день торжества. Либо можно то же самое сделать с зажимом. Раз, аккуратненько, видите, прогреть, прядь у нас приподнялась от корня.
Если у вас утюжок, вы можете то же самое сделать утюжком. Самое главное, вы должны понимать, что вам нужно приподнять ее. Не вниз, да, ее как-то оттянуть непонятно, а приподнять у корня. И после этого я накручиваю и разбираю абсолютно так же, как я сейчас разбирала до этого. Плойка 45 градусов. Хвостик в зажим. Поближе к корню. Оставляю буквально 5 сантиметров. Сейчас попозже объясню, почему. Рядом прядочку. Тоже как будто утюжком прогреваю. Мы должны отшлифовать прядочку с обеих сторон. Опять же, если у вас 25 или 28, это расстояние должно быть выше, больше. То есть вы где-то тогда вот здесь плойку должны держать. Быстренько разбираю абсолютно так же. Но здесь уже, поскольку я стала придавать объем у корней, да, больше, нежели здесь, да, внизу над ушком нам не нужен большой объем, весь большой объем у нас будет сверху. С боков нам не нужно раздувать, да, вот этот вот объемчик. Даже во всех прическах по правилу золотого сечения, да, кто смотрел там онлайн-уроки, мы знаем, что мы с боков наоборот всегда прибиваем. Максимальная точка объема у нас всегда между бровок. Сразу пальчиком начинаем здесь вытягивать, видите, еще больше объем. То есть мы придали начесом, потом лаком, потом плойкой, и самый большой объем, конечно же, мы придаем всегда пальчиками. Поэтому тут важно не то даже, насколько вы начесали, а насколько высоко вы дотянули и зафиксировали это пальчиками. И после этого уже вытягиваем наши локоны. Фиксируем то, что мы вытянули. У корней. И также начинаем продвигаться вниз, вытягивая прядь пошире и вытягивая из нее максимальное количество ребер, чтобы она не была плоской. Потому что как только пряди у лица плоские, они сразу такие скучноватые становятся. И, как я уже говорила в занятии по локонам, у нас нижняя часть локона должна открыться достаточно широко. Теперь берем прядочку спереди, проходимся также спрей-воском Redken, прочесываем. И у меня, видите, здесь так называемая модная челочка. Модная челка – это когда у нас удлиненная челка, которую мы можем, в принципе, всегда уложить, да? То есть ее длины, видите, вполне хватает, чтобы и вытянуть здесь пальчиком, и при этом, чтобы она ушла от лица, а не повисла на лице. Поэтому такие челки мы очень любим, они нам здесь облегчают, да, прядочки у лица, не будет здесь какого-то утяжеления, они быстро не выпрямятся, поэтому мы ее обычно вот так вот отделяем от основной пряди, и я буду, собственно, вообще укладывать отдельно вот эту вот прядочку. Если у вас челка-челка, прям челка такая горизонтальная, классическая, густая, то ничего особенного вы с ней сделать не сможете. Максимум, что вы можете попросить клиента не отстригать ее перед торжеством, да, чтобы она не была очень короткой. И, может быть, чуть-чуть добавить также ребрышек. Но это все зависит от челки, иногда это смотрится просто нелепо. А так иногда клиенты вот отстригут, а потом говорят: а сделайте мне что-нибудь. Ну, это очень большая горизонтальная громоздкая линия в нашей прическе. Но мы никак ее не облегчим, к сожалению, уже, как бы, да, думать надо было раньше. Максимум, что мы можем сделать, если вот она пришла с челкой за полгода до свадьбы, это как-то уговорить ее хоть как-то отрастить. Следующий шажочек. Я повторяю все то же самое. И теперь давайте я расскажу про как раз экстра объемы, да? Как сделать нам так, чтобы у нас вот здесь вот прям такая вот была волна. В жизни, скорее всего, вам это не особо пригодится, но так для фотосессии, да, и вообще мало ли какой клиент попросит, вы должны все-таки знать, как это делается. Первое, что должно быть в большой челке, да, в объемной, это асимметричный пробор. Тоже запомните это навсегда. Если пробор посередине, и вы начешете,
очень много, то будет напоминать такую некрасивую форму, я так называю форму сердечка, да, но напоминает что-то другое, когда вот отсюда просто раз и идет что-то в разные стороны. Поэтому это асимметричный пробор, во-первых. Во-вторых, вы делаете то же самое, что я сейчас делала, да, то есть начес, лак, прогрев и разбор прядей только тонкими-тонкими прядями по сантиметру. То есть вы начесали, прогрели прядочку вот эту, потом взяли следующую, также начесали, прогрели, уложили, следующую, и когда у вас вот здесь вот будет там, допустим, 9 таких прядей, да, именно в зоне, вот, если мы смотрим на клиента, и у него от излома бровей до излома бровей, вот в этой вот зоне, если перпендикулярно поднять, вот здесь должна быть самая большая и объемная часть. Так вот, если вам нужна объемную зону, то в этой части у вас должно поместиться где-то около 9, там, может быть, 8 прядей. И если все эти пряди будут вот так вот начесаны и супер-супер объемно уложены, тогда вам останется только вилочкой спереди чуть-чуть подчесать этот объемчик, и в принципе ваша челка будет готова. Но опять же, повторюсь, это вариант не клиентский. Даже исходя из того, что мы проборы обычно прям уже симметричными не делаем, да, то есть я вообще, не сторонник менять проборы клиенту, потому что, опять же, даже просто обычные локоны ему будут супер непривычны. Если вы еще начнете ему менять пробор, то ничем хорошим это может не закончиться. Могу сказать просто, исходя из своего опыта. Лучше не надо. Поэтому мы сегодня делаем обычную нашу челочку. Она достаточно объемная, красивая, но не с мега объемом. Если с мега, делать все то же самое, опять же, тоненькими прядочками, и уходите к линии другой брови. Прогрели. И так быстренько накручу от лица. То, что у меня вот волосы покороче, допустим, выпали, я их сейчас просто во второй такой присест, скажем так, возьму, аккуратно накручу. Тоже челку никогда не накручивайте близко к корню. У нее должен быть только немножко у кончика направление от лица. Поэтому, если вы берете короткую челку и начинаете на диаметр 25 ей прям крутить локоны, то она будет всегда смотреться нелепо. Это будет некрасиво. Поэтому не делайте так. Так. И все то же самое. Берем пальчиками. Прядь должна лежать по лицу. Ни в коем случае не уходить назад, ни в коем случае у нас вот эти вот, все эти волосы, опять же, да, повторюсь, не должны уходить назад. Но при этом, если у вас все пойдет вперед, то у вас вот здесь вот будет прям такая дырочка. Поэтому что мы делаем, да, чтобы не подчеркнуть эту дырочку? Мы берем и нашу прядочку вот здесь вот тянем наш краешек вот сюда, на наш пробор. А в остальном все то же самое, да, подтягиваем у корня, фиксируем лаком. А потом уже идем и подбираемся к нашему обороту. Держим опять локон, чтобы он был у нас локоном, да, в точке падения. И все то же самое. Вытягиваем чуть-чуть к лицу, а здесь чуть-чуть ребрышки. Угу. Угу. И все то же самое. Не забываем каждый этаж локона прочесывать на редкин, вычесывать, чтобы все волосиночки были параллельно друг другу, чтобы ничего у нас не торчало ни в какую сторону. И потом их растягивать, да, в противоположную сторону. Угу. И фиксировать сухим лаком. Я здесь, видите, так меняю немножечко направление волоса, чтобы так S-образно было, полувосьмерка. А вот эту нашу челочку также счесываю на редкин и просто увожу от лица и немножечко сейчас объема у корня придам опять пальчиками. Так, лучше чуть повыше. Угу. И раз, то есть у нас такая должна быть очень мягкая полукруглая линия, то есть челка у нас должна мягко уходить
в рисунок наших локонов. Если бы здесь не было челки, то мы бы разбирали так же, как нижний локон, да? И обязательно с жидким лаком. И последнюю прядочку также с этой стороны мы делаем. То есть, по сути, мы делаем все то же самое. Единственное, что не уводите волосы от лица и не подчеркивайте вот эту вот линию, да? Так, последнюю прядь также распределяем пудру, подчесываем, вычесываем сразу, потому что если вы подчесали и сразу не вычесали, тогда все петли, которые вылезли снаружи, когда вы будете прогревать плойкой, они зафиксируются. И поделю на две части. Вот эту подлинней пущу чуть-чуть на наш опять проборчик, а переднюю часть просто немножечко придам волосам направление. Тоже, видите, корню я не подкручиваю утюжок. А здесь я только немножко, вот да, как мы делали утюжочком, быстренько с протяжкой, раз, и все. Никакого, чтобы локона у нас вот здесь вот не торчало. После этого разделяю, чтобы они у нас не слиплись нашим хвостиком. Здесь вот я внизу слишком сильно вытянула, да, чтобы показать. Конечно, лучше тянуть вот такие вот сильные ребрышки уже только сверху, потому что, видите, они немножечко мешаются. Так, вычесываем на редкин. И немножечко я вот эту прядь увожу вот сюда, да, как раз на нашу вот эту вот серединочку. Но тоже, чтобы она у меня назад не смотрела, я чуть-чуть ее вот здесь вот как бы раскрываю, да. Приподнимаю пальчиком у корня. Здесь обычную прядочку. И фиксирую все это. И то же самое в зоне у лица, только мне нужно подойти, чтобы посмотреть, что зону у лица мы всегда, конечно, ходим вокруг клиента, и мы должны работать либо через зеркало, либо обходить, то, что сзади вы ее сделать не сможете. Тоже с таким же шагом, да, не очень таким частым, мы вытягиваем наши ребра и фиксируем. Потому что обычно челки вообще выстригают, когда хотят как раз немножечко сгладить вот эту вот линию, да, наши края. То есть вот здесь вот линию волос, где у нас обычно такие небольшие лобные впадины. Поэтому, конечно, если челка, то мы ее от лица убрать просто вот так вот и залачить, ну, просто-напросто не имеем права. Все, после этого мы фиксируем все жидким лаком, и в принципе наша классическая укладка у лица готова. Поэтому домашним заданием у вас будет, опять же, как я думаю, вы уже догадались, сделать так же, как и я сделала, объемно уложить зону у лица. Но я так классическую, да, объемную уложила. А вас я попрошу сделать как раз-таки асимметричный пробор, о чем я сегодня говорила. То есть вот здесь вот дойти еще ряда 3-4, еще больше здесь тянуть, еще больше прогревать, сделать прям такую большую объемную челочку. Спереди мы потом здесь вот тоже счесываем все вилочкой, и я думаю, у вас в принципе это получится. Во всяком случае, вы дойдете и до этого этапа, да, поймете, как это все раскладывать, и еще больше, ну, как бы сможете отработать, именно как бы прочувствовать тот момент, когда нам нужно создать большой такой объем в окололицевой зоне. Поэтому
Буду ждать от вас выполненных домашних заданий, то есть хотя бы одну фотографию я должна получить. Конечно, в идеале будет, если я получу 2 фотографии, то есть когда вы дойдете до этого этапа, и да, то есть просто классическое оформление, и когда вы уже начешете прям большую челку. Поэтому желаю всем удачи и до свидания.